Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я достала, у меня тут из остатков ткани было собрано несколько блоков, и я их сшила между собой, объединила. Тут и в крейзи стиле, они совершенно нестабильные, швы какие-то, все сшито как попало. Это еще на заре моей рукодельной юности шилась. Ну вот решила их как-то использовать. Я тут одну штуку увидела и в интернете. Вот хочу попробовать. Надеюсь, что все получится. Я взяла снизу белую ткань, сделала синтепон не толстый. И вот скалю мой сэндвич булавочками и простегаю, ну, хотя бы немножко. Просто чтобы он был у меня поплотнее. Посмотрю, как пойдет. Ну вот, я свой кусочек простегала. Стежки я еще только учусь, поэтому показывать мне тут особо нечего. Вот всякие вот заломчики вот такие у меня еще получаются. Я для того и начала как бы заниматься этим кусочком. Решила простегать, чтобы немножко попрактиковаться. Ну вот получилось как-то вот так вот. Вот, что я буду делать дальше? Я свой кусочек складываю пополам, вдвое. Хочу вырезать будущую курицу как-нибудь. Я мелочком. Мне просто вот надо скруглить этот край. Я просто на глазок, вот без всякой выкройки, провожу вот эту линию, как Бог на душу положит. И надеюсь, что все получится. Надо скрепить, наверное, чтобы не сдвигались слои друг относительно друга. Чтобы хотя бы примерно они у меня были одинаковые по разным сторонам. Вот. В конце концов, я ничего не потеряю, если у меня не получится, кроме времени потраченного. Но я думаю, хоть что-то да получится-то. Не совсем же уж ничего. Что-нибудь выйдет из этого. Вот. И вот этот вот край я прям вот, ну, чисто чуть-чуть вот скос делаю, совсем небольшой. Вот, а там посмотрим. Это лишнее. Все, вот такой у меня получилась деталь. И я даже эти кусочки вырезанные пока не буду выбрасывать. А вдруг я их куда-нибудь пристрою? Они же красивенькие. Я вырезала вот такие две детальки. Это будет голова моей курицы будущей. Сначала сошью голову, потому что мне вот это место надо знать, как мне, сколько здесь оставлять. Поэтому сначала голова. Мне нужно нос сделать, гребешок. Сейчас буду придумывать. Я из фетра вырезала клюв будущий. Прострочила зигзагом туда-обратно 2 раза с каждой стороны. И начальные нитки, которые вот кончик остался, и те, которые в конце, тут получается в 4 нитки, я с толстым ушком и иголку вдеваю, вывести этот конец, чтобы он на кончике клюва не торчал. Вот нитку в иголку, эти 4 нитки даже в иголку вдела, и туда прям вот в глубину хочу просунуть и вытащить, уже обрезать там, где будет шов и где не будет видно эта нитка торчащая. Вот, а здесь уже этот кончик обрезаю. Вот, клюв я сделала, придумала как. Теперь мне нужен гребешок. Его я тоже из фетра вырежу. Сейчас подумаю, как мне, какой он будет. Пока что вырежу вот заготовку будущую. Ну вот примерно вот так вот. Теперь мне надо как-то это все внутрь вставить, чтобы это было изнутри, и вот прошить. Сейчас я этим и займусь. Короче, подумала и решила, вот здесь вот прошью, и вот здесь вот прошью.
А для гребешка место оставлю, потому что он очень большой. Его если внутрь заворачивать, то он в швы попадает. Значит, я тогда отмечаю, где у меня, докуда я буду прошивать. Вот до сюда от края. И вот до сюда. Здесь вот я оставлю расстояние. А клюв я внутрь вот так вот положу и прошью до тех отметок, которые я себе наметила. Прежде чем прошивать, все скреплю, чтобы это все не стало ездить у меня. В первую очередь меня волнует клюв. Все, держится, пойду прошью. Сейчас заглажу все и посмотрю, что получилось. Я даже здесь изнутри немножко шовчики разглаживала. Меряем теперь голову на курицу. Ну, вроде бы голова подошла. И гребешок я вот так вот потом вручную просто присобачу. Вот что я хочу. Я теперь вот эти вот краешки, вот эти все с двух сторон, и вот эту вот сторону обработаю косой бейкой. Я вот купила красную, чтобы это все дело было нарядненько. Сейчас этим и займусь. Я не стала делать сама, не тратить время, потому что они стоят 15 рублей метр. И они такие атласненькие, хорошие. Будет смотреться очень нарядно. Я обшила косой бейкой вот этот край. И вот эти вот краешки я тоже обшила, потому что я хочу начать делать дно. А мне теперь я хочу вот этот вот низ, где будет у меня дно, соединить с зигзагом. Вот совсем чуть-чуть, чтобы просто вот промерить. Я же все на глаз делаю, ничего не меряю. Мне нужно теперь рассчитать, какое у меня тут будет дно. Я его буду делать овальным. А я не буду ничего считать, никакое дно. Вот у меня картонка есть. Сыну рубашки покупали. Прям плотная картонка хорошая. Я прям на нее свою конструкцию поставлю. И вот как оно стоит, так я и обведу. Немножечко сделаю, чтобы вот там вот было более-менее закругленное. И прямо обведу карандашиком или маркером и вырежу. Вот. Где-то так. Яйцеобразное. Немножечко я скруглю острые неровности, где рука дрогнула. И теперь вот что-то похожее, даже не что-то похожее, а прям такое же, я вырежу на ткани. Очень символично, что оно в форме яйца, потому что это же корзиночка под яйца на Пасху. У меня нашелся вот такой вот мебельный образец, кусочек плотненький, вот он такой. И я его обведу мыльцем с припусками на швы. Я на швы буду оставлять чуть побольше сантиметра. Я буду толстые швы делать, где-то ближе к 1,5 даже, наверное. И вырезаю свое будущее дно. Я буду пришивать его, начиная вот от узкого края. Швы у меня будут наружу. Сначала сколю, проверю, все ли у меня совпадает. Лучше сметать. Я донышко свое приметала. Оно все сошлось у меня. Пришлось подрезать кое-где местами. Но теперь могу уже его пришить. Пойду пришью. Теперь я этот шов, который у меня скрепляет мою курицу с ее донышком, обработаю косой бейкой. Ну вот, дно я пришила, обшила его косой бейкой. Все у меня вроде бы получается. Вот, теперь у меня надо голову делать мне. Вот, я уже взяла, вот я хочу немножечко кружевов добавить. Сейчас я, наверное, вот так вот сосборю
их. И с двух сторон вот так вот пришью. Я уже отметила, где у меня этот гребешок будет видно, да, вот меловая линия. Вот. И хочется мне туда кружева. Они сюда и по цвету подойдут, и наряднее будет моя курица. Или это не курица, может, уже будет, а петух. Сейчас я что-нибудь придумаю, сосборить мне надо. Они тогда загнутся немножечко, как раз вот будут подходить. Закрепила свой гребешок. Ну, то есть не свой, а куриный. И пойду пришью его на машинке. Пришила гребешок, и тут Остапа понесло. Я решила скрыть этот шов бусинками. Вот с двух сторон пришила бусинки, глазик сделала бусинкой. Вот. Ну, я еще хочу сказать, я сегодня заехала в Леруа Мерлен и купила вот такую вот стропу. Я хочу сделать из нее ручки. Она, конечно, не очень подходит сюда по цвету, но были только вот такая и черная. Так бы я хотела сделать белую. Если бы была белая, я бы взяла белую, потому что эти ручки, они будут как крылышки у этой курицы. У нее голова белая, и ручки бы белые бы смотрелись хорошо. Ну и разноцветные будут смотреться тоже хорошо. Но не черные же мне сюда пришивать. Пусть будут цветные. Вот. Но я ручки буду пришивать, наверное, в самую последнюю очередь, чтобы понимать, где их пришивать, когда я вот это все дело соединю. Я тут подумала и решила в голову этой своей курицы добавить немножко синтепона. Хотя бы верхнюю часть, потому что нижняя часть у нее будет... Здесь от сумки будет жесткость добавляться, а верхняя часть... Ну, хочу попробовать. Наверное, так будет хорошо. Я гребешок не стала обрезать, там вытаскивать. Он этой всей конструкции дополнительную жесткость придает. Я у курицы вот так вот на голове краешек подверну и просто вот прометаю, чтобы это дело все не отворачивалось у меня перед пришиванием. Я соединю вот эти швы между собой, чтобы мне голова куриная поудобнее одевалась, чтобы уже здесь все было. Я вот заколола булавочками, их сколола. И вот здесь вот, наверное, чуть-чуть прострочу. Не по косой бейке, а рядышком. Здесь потоньше, а результат будет тот же. Голову присобачила, то есть прикурячила. Теперь займемся вот этими ручками с моими. Вот знаете, чем хороши вот эти стропы? Тем, что их вот зажигалочкой подпалил, и все, они не сыпятся. И не надо их там вдвое складывать. Можно прям вот пришивать ручку сюда сразу. Сейчас я этим займусь. Отмеряю. Я уже отмерила 2 одинаковых отрезка. Мне надо прикинуть, где она у меня будет. И чтобы вторая ручка тоже была на том же уровне. Ну, вот ручки я пристрочила вот с изнанки. Белые нитки брала. Вот. Ручки я пришила. И теперь мне надо вот этот вот шов впереди закрыть. И я его буду закрывать бусинами. Ну, я буду и зашивать, и бусинки пришивать. И вам потом покажу, что получилось. А помните вот эти кусочки, которые я вырезала, когда форму сумки придавала? Я решила их тоже использовать. Я вот прям вырезала вот из такой вот ткани обратную сторону, чтобы была не белая. И буду делать хвост своей курицы. Ну вот, дорогие друзья, смотрите, что у меня вышло. То ли курица, то ли петух. Но мне очень нравится. Получилось классно. И мне нравится, что я вот эти вот обрезки, которые у меня, я их вот в хвостик пустила. Я здесь на клеевой пистолет с фетром
прилепила. Один повыше, другой пониже, чтобы они перьями были. Внутрь я вставила вот эту картонку, которую вырезала для того, чтобы дно сделать. Вот так оно там тканевое. Вот, но я думаю, что картонку можно еще и тканью обшить белой. Тогда будет хорошо. И еще, что я вам скажу. Внутри, если яйца нести светить в церковь вот в такой сумочке, внутри надо делать разноцветное что-то, потому что батюшка побрызгает водичкой, красочка потечет, и белая ткань покрасится. И ручки из этой цветной стропы мне нравятся, прям вот мне все нравится. Здесь я Остапа понесло, я и кружева, я и бусы. Всюду мне все нравится. Классная курица. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо, что досмотрели до конца.